Так, смотрим еще одно сите от моря 2,5 километра. Вот мы зашли. Дорого-богато, как турки любят. В мраморе, в золоте. Ну, приятный аромат в доме. Все чисто. Такой вот потолочек красивый. Очень такой ухоженный домик. Есть свое депо для этих самых, для хозяйственных нужд. Лифт такой. Дети здесь есть. Такой вот красивый лифт. Так, вышли с лифта. Парадная, вот лестница. Зона лифта. Входная группа. Есть газовый счетчик. Хорошие добротные двери стоят. На входе вот такая плиточка. Заходим, мы попадаем в кухню. Отдельная кухня. В турецком таком стиле, в золоте. Как это мыть потом. Здесь все в золоте. Ну, стильно. Модно, стильно. Дорого, богато. Балкон. Сейчас мы на него выйдем из гостиной. С этой стороны кухни духовка, микроволновка, холодильник. Дверь откатная такая. Я и моя команда помогает под ваш запрос подобрать квартиру или виллу в Анталии, Бодруме, Алании или Стамбуле. Мы оказываем полный спектр услуг, подбор под ваши цели и задачи, оформление, сопровождение и получение гражданства. Если нужно, сдадим в аренду до вашего следующего отпуска. Напишите мне в WhatsApp, и я расскажу, где лучше покупать, а где лучше не рисковать. Тоже удобно, не занимает много места. Попадаем мы в спальную зону. Очень удобно сделано в квартире. Спальная зона, обеденная зона. Здесь у нас встроенный шкаф. Такой вот ненавязчивый потолочек. Заходим в санузел. Душ-кабина дубовая. Извините за мой французский, но очень аккуратная плитка. Несмотря на то, что не вот эти нового формата большие, но она все равно красиво смотрится. Душ-кабину можно было бы переделать. Спальня большая. Большое окно. Большая спальня. Дверь хорошая, добротная. Вторая спальня. Вторая спальня идет с балконом и со своим санузлом. Мастер спальня. Вот такие шкафы, боже, такие добротные шкафы, качественные. Видно, что из хорошего МДФ сделаны. В этой спальне свой санузел, умывальник. Очень удачное расположение, кстати, унитаз. Ну, не а-ля 90 душевая, ну, в принципе, ее можно заменить на человеческую. Двери хорошие. Здесь у нас выход на балкон. Закрыто. Выход на балкон. Такой хозяйственный балкон. Здесь можно белье сушить. Ну или кто курит, можно курилку сделать. Смотрите, какие красивые елочки. Елочки, зелень. Так вкусно пахнет домашней выпечкой с улицы. Горы видны. До пляжа 2,5 километра. Но здесь новый дом, ему 6 лет. Тоже хорошая локация, но здесь в основном вот все в многоэтажках, таких высотках. Кондиционер большой. Так, это у нас мастер спальня. Это вот шкаф, о которой я говорила, из хорошего ДСП. Двери тоже хорошего качества. И третья комната, она как гостевая идет. Здесь диванчик, шкафы. Хорошие окна, хорошие рулонки на шторах. И гостевая.
Вот. Квартира поделена пополам. Обеденная зона, зона отдыха, гостиная. Такая вот удачная. Из гостиной выход на балкон. Стол такой добротный. Видно, что люди для себя все это делали. Качественные окна, шторы хорошего качества. Открываем. И эти окна хорошего качества. Не белые, а в коричневом профиле такие. Это очень дорогая фурнитура, дорогие окна. Такой вот балкон. Большой, здесь столик, стульчики. Вид с балкона. Сейчас это еще вокруг пойдем посмотрим. Свои есть постройки для хозяйственных нужд. Вот такой вид с балкона классный. Но многоэтажки вокруг. Квартира шикарная. Она видно, что для себя делали. И качественно, и красиво. Так, сейчас я в шторах запуталась. И вот гостиная. Очень красивая квартира. Мне нравится она. Там чувствуется, что хозяин хороший. Здесь теплая, она такая уютная. Так, наш дом, который мы смотрели, вот он с улицы. Блин, ну, малахитовая такая дороговалютная лежит плитка. Здесь мрамор. Очень стильно сделан. Прям нравится мне. Вот такой здесь зона отдыха, барбекю. А, это парк есть. Парковка для машин крытая. А здесь мандарины в подарок квартире за 13 миллионов. И вот зона отдыха здесь мангальная. Вообще, пожалуйста, ты живешь как в доме. У тебя вот барбекюшка своя. Отлично. Вот. Сюда. Супер. Да, конечно, она далековато от пляжа, но здесь очень все по-другому. Квартира другая, локация другая, соседи здесь такие интеллигентные, здесь врачи живут и адвокаты. Покой будет в доме, никто орать над головой не будет, тоже немаловажно. Сейчас улицу воду покажу еще. Так, чтобы было лучше видно, покажу. Вот здесь парковка. Вот там машины, крытая вот парковка такая, там машины люди ставят. Отличный дом. Так, немного о районе. Мы его раньше особо не рассматривали, потому что типа далеко от пляжа. Но довольно-таки неплохой район. 2-4 километра, как для Анталии, это не так и много. Можно и пешочком пройтись, это полезно для здоровья. Но здесь район из высоток. Вот там вот парк будет застраиваться, автобусные остановки. Вот дом, которым мы смотрели сегодня квартиру. Он такой добротный. Как говорится, дорого-богато. В турецком стиле. Но очень качественно все сделано. Здесь дорогие окна. Дорогая сантехника стоит. По фурнитуре, по розеткам видно, что все качественно для себя сделали. И двери, и окна, и все. Вот туда у нас 2,4 километра пляж. Вообще так пройдусь, покажу вообще, что это за район. Пинар-Баши. В удаленной, в принципе, можно и пешей доступности сказать. 2,4 километра это не так много. Высотки. Район, в котором живут в основном почему-то юристы, доктора, адвокаты, судьи. Наверное, потому что вот за тем домом чуть левее находится главное здание суда, прокуратура, налоговая, вот все в том районе. Возможно, поэтому здесь живет такой контингент людей. И скажу вам честно, они отличаются от обычных турков. Те той же культурой общения, манерой поведения. По детям видно, они другие здесь, по-другому одеты и по-другому себя ведут. Поэтому район довольно-таки приличный.
А вот если смотреть вот туда, за эти голубые здания, там сеть супермаркетов разных, и Мигросы, и 101-е, Шок. За этим домом базар по средам, за вот тем черным домом базар по пятницам, за этими домами там метров 500 базар по субботам и воскресеньям. То есть здесь вы все время в пешей доступности имеете все привилегии в плане продуктового довольствия. В плане пляжа тоже недалеко, в плане центра города, ну, чуть-чуть дальше, чем обычные наши квартиры, что мы смотрели. Но я думаю, что этот район имеет место быть, потому что он действительно такой интеллигентный, скажем. К дополнению к квартире, которую только что смотрели, не могла не сделать это видео. Здесь вот в 100 метрах находится вот такой шикарный парк, Экспо-парк называется. Вот там вот Смит кафе, самое известное здесь на районе. По утрам здесь очередь километровая, это мне местные турки рассказали. Парк просто бесподобный, тихий, спортивные площадки, водоемчик здесь такой есть. Сейчас они его закрыли, потому что идет сезон, закончился. Зона отдыха. Молодежь вон отдыхает. Шикардосовский парк. Вот там вот это Смит кафе, самое их известное. Вот он такой огроменный парк, в котором можно отдыхать. Пивасик там попивать можно. Сейчас покажу его ближе. Здесь они запускают эти фонтаны, когда сезон. Деткам здесь вообще красота. Такой вот он Смит кафе. И вот туда очень большущий парк. Релакс. Хотите чай пейте, как турки, хотите пивасик, хотите вино. Зимой можно пить горячее вино, летом холодное вино. Отличный парк. Дом, который мы смотрели, вот там находится 100 метров. Очень хорошая локация.